Приветствую вас! В этом обзорном видео мы рассмотрим настройки, которые используются в шаблонах. Каждый шаблон имеет свой набор настроек, который определен функциональной особенностью шаблона и той задачей, которую он выполняет. Хочется сделать особый акцент на том, что правильное использование настроек в значительной степени повышает шанс на получение исключительного качественного результата в виде интересного, живого и насыщенного художественными элементами текста. Освоив навыки использования шаблонов, вы получите значительные преимущества перед коллегами, которые не используют платформу PromptText. Итак, стилистика текста. Стилистика текста – это настройка, которая в сочетании с тональностью текста в значительной степени может повлиять на итоговое качество контента. Про тональность текста мы поговорим немножечко позже. Посмотрите на список стилей. Мы обучили нейросеть понимать множество различных стилистик и использовать их применение для любого контекста. Выбрав, например, саркастический стиль, вы получите текст, наполненный язвительными и ироническими выражениями. А если вы выберете орнаментальный стиль текста, или как его еще называют орнаментальная проза, то ваш текст будет насыщен описаниями образов, лейтмотивами и метафорами. Тематика текста. Это простое указание нейросети на то, какой тематике должен отвечать получившийся текст. Вы можете указать тематику одним словом, а можете раскрыть суть парой фраз, но это обычно не требуется. Тональность текста. Этот параметр стоит использовать для явного выражения каких-либо эмоций в тексте. Тональность способна коренным образом изменить смысл, заложенный в тексте. Если вы научитесь виртуозно совмещать стилистику текста и его тональность, то сможете получать контент, неотличимый от авторства знаменитых писателей. Кстати, в наших планах разработка шаблона, где можно выбирать стилистику конкретного автора, прозаика или поэта. Слова для исключения из контента или стоп-слова. Настройка, которая строго ограничивает нейросеть в использовании каких-либо слов или словосочетаний. Это может понадобиться, если вы видите, что получившийся результат отражает похожую логически, но не указанную вами тематику. Ключевые слова для SEO. Эта настройка дает четкие указания нейросети о том, чтобы использовать определенные слова или словосочетания для оптимизации текста под поисковые системы. Данная настройка в сочетании с выбором уровня SEO-оптимизации позволяет быстро получить текст с правильным насыщением ключевыми словами. Минимальное количество символов. Название настройки говорит само за себя. Установив значение, например, на 2000 символов, вы получите текст минимум 2000 символов. Мы не ограничиваем максимальное количество символов, так как размышление и креативность платформы может предложить больше и 5, и 7 тысяч. Следующее поле – выбор уровня SEO-оптимизации. Данная настройка, как и говорилось ранее, отлично работает с полем, в котором вы указываете ключевые слова. Выбирая нужный параметр, вы указываете нейросети, что количество ключевых слов должно быть в рамках определенного диапазона. Опция «Выбор языка». Мы предлагаем более 20 языков на выбор, на которых вы можете получать результат. Данная опция позволяет вести социальные сети для множества клиентов из различных стран мира. Наверное, это самая недооцененная настройка среди наших пользователей, хотя она поистине дает невероятный потенциал для выхода SMM-специалиста или копирайтера на международный рынок. Название продукта или услуги. Этот параметр в шаблоне для описания карточки товара дает возможность указать в одном поле сразу два смысла. Нейросеть поймет и тематику, на которую надо писать текст, и уточнение этой тематики в качестве указания конкретного товара. Дополнительные характеристики продукта или услуги. Это поле дает возможность более глубоко и обширно описать товар или услугу. Для более качественного результата мы не рекомендуем перегружать нейросеть большим количеством характеристик, так как это креативный организм и ему приходится придумывать внедрение каждого элемента в контекст повествования, это может привести к сомнительному результату. Мы рекомендуем использовать не более 10 характеристик за раз.
Количество вариантов. Этот параметр выведет то количество вариантов ответов, которые вы укажете. Например, если вы хотите получить 5 вариантов описания продукта или услуги, то укажите 5. Все очень просто. Данный параметр доступен не на всех шаблонах, а только на тех, где это целесообразно. На этом мы заканчиваем обзор основных параметров. В следующих обзорах мы рассмотрим индивидуальные параметры в таких шаблонах, как вопросы проверки школьной программы и создание обучающего курса.